день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 21 декабря, выпуск у нас промежуточный. Сразу хочу напомнить, что в этом выпуске, вернее, в комментариях к этому выпуску вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу в пятницу. Еще раз повторяю, в комментариях к этому выпуску оставляйте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них отвечу в эфире, который выйдет в пятницу. Перед тем, как задать вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. Так я пойму, что ваше послание содержит вопрос. Я знаю, что много оставляют слов благодарности. Мы всем безмерно благодарны в ответ. И, конечно, все комментарии читаем, все учитываем. Но в комментариях именно к этому ролику желательно оставлять свои вопросы. Самые популярные вопросы набирают большинство лайков, и на них я отвечу. Также, если вы хотите получить ответ на ваш конкретный вопрос, подписывайтесь в Patreon. Там у меня есть возможность отвечать практически на все поставленные вопросы. Итак, начнем сегодняшний выпуск. Сегодня загорелый, отдохнувший, уже дня 2 или 3 без спиртного, не выпивающий, Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент России, посетил Китай. В сущности, сам визит абсолютно никчемный, ничего под собой не несет. Это визит не на высшем уровне, хоть и принимал Медведева Си Цзиньпинь, все же это визит можно расценивать как межпартийный визит. Медведев посещал Китай именно как глава «Единой России». Многие сразу начали интерпретировать этот визит, что якобы Медведев это преемник. Все это, конечно, полные глупости. Медведев чистая марионетка. Он действительно привез послание от Путина, что, собственно говоря, и объявили. Мы уже говорили о том, что Си Цзиньпинь согласился и разговаривать по телефону и даже на визит в следующем году, если Путин предоставит детальный план окончания так называемой специальной военной операции. Именно этот план и привез бывший президент России Дмитрий Медведев Си Цзиньпиню. А также уверил от имени Владимира Путина, что тот будет следовать этому плану. План довольно оптимистичный, как для Владимира Путина. Планирует он закончить к летом следующего года так называемую специальную военную операцию. Причем обещает, вне зависимости от того, на каких рубежах остановится, прийти как минимум к перемирию с Украиной. Я не думаю, чтобы украинские военные или украинское руководство разделяло эти планы. Более того, я думаю, что у них свое видение ситуации. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посещает США, будет лично общаться с Джо Байденом, будет выступать перед Конгрессом и Сенатом. И я думаю, что, конечно, визит был подготовлен, привезет военную помощь. Военная помощь США, конечно, это основная помощь, которую получает Украина, плюс страны Евросоюза, плюс также страны, которые поддерживают Украину, предоставляют не только гуманитарную, но и военную помощь. Россия фактически осталась одна. Из союзников у России в данном случае только Иран, Северная Корея, немного, совсем немного Китай. Китай не оказывает прямую военную помощь, Китай оказывает помощь товарами двойного назначения. Да, помогает Турция частично. Через турецкие порты проходит экспорт, параллельный экспорт запрещенных к ввозу в Россию товаров. Опять-таки, надо не сомневаться, Эрдоган защищает свои собственные интересы, и зарабатывает Турция на этом довольно существенные деньги, зарабатывает возможность влиять, стать, вернее, профильным игроком в регионе, что, собственно говоря, и делает, перехватывает инициативу во многих начинаниях, российских начинаниях в странах бывшего Советского Союза. И мы знаем довольно серьезное влияние Турции на Азербайджан. Многие преувеличивают это влияние. Надо сразу сказать, что это не столько влияние старшего брата, сколько влияние
близкого родственника. Похожие языки азербайджанский и турецкий. Азербайджанцы понимают турков, турки понимают азербайджанцев. Это родственные народы. Действительно, можно сказать, что народы братские. Но это никак не отношения старшего и младшего брата. Здесь надо понимать, что это паритетные отношения в основном. Азербайджан те вооружения, которые получал от Турции, покупал за реальные деньги, в том числе и беспилотники, и ударные системы, и покупал у Израиля достаточное количество вооружений. И надо сказать, что благотворительности там и не пахло особой со стороны Турции. Эрдоган выстраивает довольно разумную, по его мнению, политику, но я думаю, что вся разумность этой политики закончится, скорее всего, в следующем году. В следующем году в Турции выборы, и Эрдоган не имеет больших шансов на сегодняшний день переизбраться, хотя он превращает страну постепенно в авторитарную, поэтому может быть всякое. Посмотрим, не будем загадывать вперед. Далее президент России сегодня, Владимир Путин, президент России. Многие нервничают, когда я говорю, что Владимир Путин президент России, но так его воспринимают во всем мире, так его воспринимает подавляющее большинство граждан России. Надо сказать, что выборы прошлые президента никто нигде не оспорил, я имею в виду, даже если и были попытки, они не увенчались успехом. На сегодняшний день, в отличие от Лукашенко, я имею в виду, что Лукашенко не является президентом Республики Беларусь, является узурпатором. Путин тоже является узурпатором, но является узурпатором непризнанным официально. Да? Все понимают, что он является узурпатором, все прекрасно понимают, но вот по факту Путин остается президентом России. Так вот, Владимир Путин провел заседание коллегии Министерства обороны. Это была открытая коллегия, присутствовали там и патриарх Кирилл присутствовал, и присутствовали глава ФСБ Бортников присутствовал, секретарь Совета Безопасности Патрушев. Весь мир облетела замечательная фотография, я думаю, что вы можете ее найти в интернете, как Бортников и Патрушев мирно посапывают, практически засыпая, во время выступления президента России Владимира Путина. Ну, это показывает прежде всего отношение этих людей. Люди довольно сведущие показывают отношение к этому мероприятию. Скучнейшее мероприятие. Путин ничего путного не сказал, как бы это двусмысленно ни звучало. Абсолютно ничего. Наговорил кучу глупостей, никаких сроков окончания СВО, сказал, что в следующем году будут пытаться закончить, а будут достигнуты цели, как обычно. Какие цели? Когда они будут достигнуты? Что является целями? Что является смыслом этой операции? До сих пор Путин якобы считает украинцев братским народом. Обвинил все третьи страны в том, что они разожгли этот конфликт между Россией и Украиной. Глупость полная. Конфликт давно зрел в голове у Владимира Путина. Не был бы это конфликт с Украиной, это был бы конфликт с Прибалтикой и с НАТО, был бы конфликт с странами, которые находятся на Кавказе. Это прежде всего Грузия, Азербайджан. Вполне это было в планах. И, конечно, Владимир Путин не собирался останавливаться на странах бывшего Советского Союза, проявляя агрессию к странам Прибалтики. А ведь Владимир Путин пожалел, мы уже рассказывали об этом. В марте Владимир Путин лично признал свою ошибку в том, что он первые свои геополитические ревизионизм осуществил по отношению к Украине. Он тогда уже сказал, что надо было, конечно, в первую очередь выступать против Прибалтики. Я не уверен, что у Владимира Путина что бы то ни было получилось, но начал с того, с чего начал, и, конечно, обломался. Обломался довольно крупно. Сейчас США предоставят помимо системы Patriot еще и другие вооружения, предоставят бомбы, насколько я понимаю, планирующие самонаводящиеся, либо наводящиеся с помощью управления. Я пока еще не готов сказать, потому что нет полного списка. И сегодня я думаю, что Зеленский все-таки объявит, что он получает
от США. И все это, конечно, в перспективе будущих сражений выглядит для российских войск вполне печально. Многие российские военные корреспонденты начинают признавать отсутствие возможности победить в этой войне и начинают готовиться к тому, что придется сдавать территории. То, о чем мы говорили уже многократно и довольно давно. Мы, ссылаясь на экспертов Совета Безопасности, на их доклады Владимиру Путину, рассказывали о том, как это будет происходить. Наши уважаемые зрители и слушатели, которые читают канал наш в Телеграме, все прекрасно знают. Да и в Ютубе я об этом говорил также не раз. Так, мы с вами уже 11 минут в эфире. Хочу вам опять-таки напомнить, что, во-первых, если вы смотрите этот ролик на территории Республики Беларусь или на территории России, будьте любезны, перед просмотром ролика включайте VPN. Если вдруг вы уже посмотрели без включенного VPN, посмотрите, будьте любезны еще раз, это никогда не помешает, а нам это поможет с монетизацией. Также я хочу вам напомнить, что вы можете оставить свой комментарий к этому ролику и в этом комментарии оставить свой вопрос, на который я постараюсь ответить в пятницу. Вернее, я буду отвечать на вопросы, но буду отвечать на самые популярные из заданных вопросов. На сегодня все. Мы вас любим, это искренне, это главное. Я думаю, что вы об этом помните, но я не устану об этом напоминать. Спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.